Дорогие женщины, сегодня я встречаюсь с вами как врач-акушер-гинеколог. Фамилия моя Брановская Марина Фоминична. Я работаю доктором, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. И сегодня я хочу обсудить с вами те вопросы, которые на приеме у врача-акушера-гинеколога возникают практически у каждой второй женщины. Сегодня мы поговорим с вами, как ни странно, о табу. Табу, то есть тема, которая для нас до сих пор была, есть и, может быть, еще какое-то время будет как табу. Сегодня мы поговорим с вами, как заботиться о здоровье нашего влагалища. И мы должны понимать, что табу сегодня – это тема, которую может поднять женщина сама для себя. Табу сегодня, говоря о влагалище, это тема, которую женщина может поднять вслух и говорить об этом вслух. Табу сегодня – это тема беседы врача с пациентом со своим о здоровье вашего влагалища. И табу сегодня – это то, как доктор правильно понимает, разбирается и может помочь пациенту, говоря о здоровье влагалища пациента. Много компаний фармацевтических, нефармацевтических обращаются к теме здоровья влагалища. И сегодня мы хотим сказать, что такая компания французская, как лаборатория Natech International, во всем мире вместе со своими партнерами подняла тему вот этого табу, заставила думать и говорить женщин о тех проблемах, которые у них возникают. Нашим партнером в разговоре о здоровье влагалища является в нашей стране. Это компания аптечная сеть «Планета здоровья». Это та компания, которая достойно занимает одно из первых мест в нашей стране и которая тоже думает о том, как позаботиться о здоровье женщин. Что включает в себя забота о здоровье женщины? Мы должны в первую очередь поговорить о том, вообще, что такое микробиота влагалища, как она работает. Достаточно сказать, что у взрослой женщины во влагалище содержится от 1 до 100 миллионов клеток бактерий в 1 миллилитре отделяемого. Состояние влагалища женщины на сегодняшний день – это очень уникальный орган, который позволяет ей жить, работать, контактировать, существовать, радоваться в полном объеме на все 100%. Каждый из вас знает, что малейшее неприятие в области влагалища, и это тебя раздражает. Раздражает, идя на работу, раздражает, вступая в интимные отношения. У каждой женщины своя уникальная микробиота влагалища. И она может отличаться у женщин в зависимости от этнического и в зависимости от географического расположения или жизни этой женщины. Микробиота влагалища на каждом этапе жизни женщины совершенно разная, как это ни странно. Например, во время беременности микробиота отдельно. Она обусловлена уровнем содержания гормонов эстрогенов и прогестерона в организме женщины. Во время менструации эта микробиота другая совсем, потому что накануне менструации снижается количество тех нормальных лактобактерий, которые обеспечивают комфорт и уют влагалища каждой женщины. После менструации, когда возрастает уровень содержания гормонов, когда начинает синтезироваться активно гликоген, который способствует жизни и питанию лактобактерий, микробиота влагалища женщины тоже совершенно другая. Я хочу сказать, что микробаланс или микробиота влагалища – это очень хрупкое состояние. И это хрупкое состояние может меняться, и только сбалансированная экосистема влагалища может создать комфорт каждой женщине. От чего же зависит и что может нарушить этот хрупкий баланс у женщины во влагалище? В первую очередь это возраст и изменение гормонов. Сюда включается менструальный цикл, сюда включается, если начать сначала, пубертатный период, то есть девочки маленькие. Сюда включаются зрелые женщины в возрасте в районе 40.
И сюда включаются женщины пожилого и старческого возраста, которые тоже страдают от проблем, связанных с влагалищным нарушением. Следующим компонентом, который может нарушить этот хрупкий баланс, это стресс, курение и алкоголь. Достаточно сказать, что когда студенты сдают сессию, а это огромный стресс для них, я всегда привожу этот пример, акушеры-гинекологи в своих кабинетах на приемах имеют основную массу студентов. То есть девочки входят в стресс от экзамена и, соответственно, приходят к акушерам-гинекологам. Курение и алкоголь меняет pH влагалища, которое должно быть кислым в районе 3,5-4,5. pH влагалища понижается, и в связи с этим девочки прибегают к нам, те, которые курят, а это сейчас модно стало, или взрослые женщины, которые иногда употребляют алкоголь в большом количестве, они обращаются к нам в связи с нарушением экосистемы влагалища. Следующий момент – это сексуальная жизнь. К сожалению, на сегодня сексуальная жизнь женщин стала очень свободной. Если ты имеешь одного полового партнера, и он постоянный, ты ему доверяешь, это одно. Но если ты меняешь половых партнеров, они у тебя разные, то самое главное, о чем ты должен думать, это о том, что секс должен быть защищенным. Кроме этого, вследствие различных причин, аллергических реакций, смен полового партнера, что касается сексуальной жизни, возникают у женщин половые заболевания, которые вызывают сухость влагалища. Это требует использования любрикантов. Любриканты бывают разные. И активное использование любрикантов тоже нарушает хрупкий баланс влагалища. Ну, на сегодняшний день говорить о несоблюдении правил гигиены, наверное, не очень правильно, потому что все сегодня много читают, продвинутые, все пользуются интернетом, социальными сетями, но не сказать об этом тоже было бы нельзя. Далее, сегодня, знаете, вот однажды профессор, когда я защищала диссертацию свою, на защите моей диссертации сказал: слишком активно и много фармацевтические компании вошли в нашу жизнь. И в результате этого неконтролируемый прием антибиотиков, антисептиков, гормонов, глюкокортикоидов вызывает нарушение сбалансированной экосистеме. Ну и нельзя не остановиться на таком вопросе, как контрацепция. Сегодня наши очень многие женщины пользуются, не только в нашей стране, но и во всем мире, очень активно гормональной контрацепцией. И все акушеры-гинекологи знают, что обращаемость женщин с нарушением функции влагалища, тех женщин, которые используют гормональные контрацептивы, значительно больше, чем женщин, которые этим не пользуются. Какие же советы можно дать женщинам в каком направлении, чтобы позаботиться о микробиоте влагалища, чтобы сохранить эту микробиоту? Ну, естественно, советы вытекают из причин. Первый совет – это занимайтесь безопасным сексом, используйте презервативы. Но мы знаем, что презервативы есть совершенно разные. Компании предлагают презервативы разного качества, с разными наполнителями. Очень важно использовать классические презервативы, для того, чтобы наполнители этих презервативов не нарушали экосистему влагалища. Каждый новый половой партнер – это должен быть обязательно одетый презерватив. Следующий момент – откажитесь от курения. Курение повреждает клетки, которые продуцируют гликоген, клетки, которые кормят лактобактерии, в результате этого создают очень благоприятный биоценоз влагалища. Следующий момент – использование антибиотиков. Антибиотики и антисептики. Чрезмерное их использование не только вредит, но и не только, ну скажем, не только лечит, вот если так правильнее сказать, но и вредит нашему влагалищу. Поэтому все должно быть назначено в доктора вовремя и правильно. Следующий момент. Старайтесь ни в коем случае не пользоваться вагинальным душем. По рекомендациям ВОЗ на сегодняшний день вагинальные души, вагинальное спринцевание, мы отказались от этих спринцеваний и от вагинальных душей. Потому что, используя вагинальные души и спринцевания, вы вымываете нормальную микрофлору влагалища. Лактобактерии погибают, они вымываются,
Все, влагалище голое, влагалищу нечем защищаться. Следующий момент. Не мойтесь часто и не используйте часто мыло. Достаточно мыть половые органы 1 раз в день. И при этом использовать средства интимной гигиены. На сегодняшний день фармацевтические компании выпускают огромное количество средств интимной гигиены, и каждая из них имеет право на жизнь. Мы встретились в своей практике, акушер-гинекологи, с очень хорошим, очень современным средством интимной гигиены, которое называется видермина. Видермину предложили итальянские косметологи. Это косметическое средство. Чем линейка средств видермины актуальна и чем она интересна для нас? Ну, самое главное, она разработана с учетом возрастных изменений и pH интимной сферы влагалища. Это очень важный момент. Следующий момент. Нам очень важно знать и понимать, кому видермину можно использовать, кому можно рекомендовать и как она помогает. И вот благодаря этому при разных проблемах влагалищной интимной зоны видермина может использоваться у женщин разных возрастов. Например, если сегодня мы говорим о проблеме пубертатного возраста, то мы можем использовать видермину с нейтральным pH. Она сделана на основе или произведена на основе растительного сырья, и показаниями к ней являются очень чувствительная слизистая. И мамы, которые, например, имеют девочек, сталкиваются, что при каких-то дефектуре в питании, ну, дети, вы все знаете, любят большое количество углеводов и курицу. Это самая любимая еда наших детей. Так вот, к сожалению, эта любимая еда вызывает у них аллергические проявления, зуд, жжение, раздражение в области половых органов. Как раз нейтральная видермина здесь помогает. Вот. Кроме этого, есть видермина с кислым pH 5,5. Это несколько выше, чем обычная pH у женщины. Но она может использоваться, потому что она обладает антимикробным действием. Она очень хороша для тех женщин, которые имеют кандидозы, вагиниты, вагинозы. Вот. Она приводит в порядок состояние влагалища, она хороша при послеродовом периоде у женщины. То есть, как вариант, видермина с кислым pH 5,5 помогает нам бороться с какими-то заболеваниями влагалища. Следующая видермина – это видермина, которая имеет pH 3,8. Видермина pH 3,8, она как раз попадает в тот уровень pH, который должно иметь нормальное здоровое влагалище. И эта видермина, она обладает увлажняющим действием. Это великолепное средство для тех женщин, которые находятся в зрелом возрасте, возраст преклимактерический, климактерический, когда проблема увлажнения стоит у них очень актуальна. И эта проблема, она не позволяет им жить полноценной сексуальной жизнью, например. Вот. Ну и есть еще видермина, которая имеет более низкие нижние границы нормального pH 3,5. Она позволяет восстанавливать баланс. То есть пациент пролечился от какого-то заболевания медикаментами, потом нам необходимо восстановить баланс влагалища. В этой ситуации помогает видермина с pH 5,5. То есть вот это средство, оно уникально на рынке, позволяющее при разном возрасте, при разной проблеме женщин нам помогать. И это очень такой важный момент, поэтому, выбирая, например, средства для интимной гигиены, постарайтесь обращать внимание на показания, на универсальность этих средств, на специфичность этих средств и на то, насколько вам приятно в процессе использования пользоваться этими средствами. Ну, можно сказать, что видермин выпускается в виде мусса, гелей, жидкости. То есть, что хотите, то покупайте, что комфортно, то покупайте. Это будет очень хорошо. Следующий, шестой момент, который необходимо говорить, когда мы говорим о простых способах поддержания состояния влагалища, это гигиена. Ну, мы давно знаем, что гигиена подмываться. Как правильно подмываться? Мы всегда говорим, подмывайте спереди назад. Да, неудобно. Да, согласна. Да, не каждый имеет условия и возможности для того, чтобы подмываться спереди назад. Но это очень важный момент, потому что
подмывая спереди назад, вы не заносите инфекцию из заднего прохода в сторону вашего влагалища. Вы охраняете свое влагалище от инфицированных, ну, например, желудочно-кишечного тракта. Следующий момент – прокладки. Ну, на сегодняшний день, вы знаете, прокладки, и это средство, с которым борются все акушеры-гинекологи. Мы боремся с ними, потому что прокладки сегодня есть дорогие, дешевые, пропитанные химическим веществом, вызывающим местную аллергическую реакцию, соответственно, подавляющий местный иммунитет, соответственно, подавляющий лактобактерии. И это не есть хорошо. Когда женщина обращается к тебе на прием с жалобами на выделение, первый вопрос, который, я думаю, задает любой акушер-гинеколог: пользуетесь ли вы прокладками? Но бывают ситуации, когда прокладки действительно важны, когда вы там летите с большим перелетом в командировку или на отдых куда-то. Если вы пользуетесь прокладками, меняйте их, пожалуйста, чаще. Берите те фирмы, которые проверены в вашей жизни, которые создают вам комфорт и которые не вызывают у вас раздражения, зуда, покраснения в интимной зоне. Следующий момент – это одежда, которую мы носим. Одежда, тесная одежда и одежда из синтетических тканей. Одежда из синтетических тканей точно так же, как и прокладки, создает парниковый эффект. При этом в парниковом эффекте погибают лактобактерии. Погибают лактобактерии, влагалищу нечем защищаться. Поэтому хлопчатобумажное белье – это очень важный момент. И что касается еще белья, это избегайте тесной одежды. Знаете, избегайте стрингов. Вот акушеры-гинекологи тоже не любят стринги. Не любят, потому что стринги создают потертости. Не любят, потому что стринги создают микротрещины, микротравмы. Точно так же, как и тесная одежда. Значит, вы создаете условия, при которых тот же грибок, который спродуцирован в вашем влагалище, проникает глубоко в ткани. Он садится там, медикаменты его не достигают, и вы получаете хронический кандидоз, который годами не можете вылечить. Ну вот это основные такие советы, которые можно было бы дать, чтобы сохранить биоценоз вашего влагалища комфортным и нормальным. Нельзя не сказать несколько слов о сексе. Значит, нужно ли мыть влагалище после полового акта? Не делайте спринцевание после полового акта, ни в коем случае. Влагалище – это самоочищающийся орган. Это орган, который сам знает, что ему отдать, что ему взять себе. Когда вы делаете спринцевание, вы вымываете, да, вы вымываете сперму, возможно, вы вымываете того микроба, который еще не успел проникнуть во влагалище женщины. Но вы, к сожалению, и вымываете лактофлору. Обращайте внимание на полового партнера, на его половые органы. Ему следует, естественно, мыть их перед каждым сексом. Это первое. Второе. Головка полового члена мужчины, она очень уязвима. Поэтому пользоваться антисептиками, антибиотиками при обработке головки полового члена мужчины надо очень избирательно. Ну и последний момент. Если покраснение возникло на половых органах мужчины, это не значит, что у него та же проблема, что и у вас. Поэтому прежде чем назначать какое-то лечение или давать однотипные таблетки половому партнеру, отправьте его к урологу. Я думаю, результат будет значительно лучше. Несколько слов мне хотелось бы сегодня поговорить о вагинальных инфекциях. Как предотвратить, что такое вагинальные инфекции, почему они возникают, вагинальные инфекции. Вагинальные инфекции бывают разных видов. Это бывает в первую очередь вульвовагинальный кандидоз. Его вызывает избыток дрожжевых грибков во влагалище. Наиболее частая проблема, с которой приходят женщины к врачам-акушерам-гинекологам. Бактериальный вагинит и есть бактериальный вагиноз. Бактериальный вагинит вызывается бактериями, внесенными извне, например, из прямой кишки. Поэтому мы сегодня говорим о правильном подмывании. И бактериальный вагиноз – это нарушение равновесия между естественными бактериями, которые есть в организме женщины, между количеством лактобактерий и тех бактерий, которые попадают извне.
Я хочу вам сказать, что когда мы говорим о таких проблемах, как вульвовагинальный кандидоз или бактериальный вагиноз, я всегда говорю своим пациентам следующее. Это проблема, но это не болезнь. Это состояние вашего организма. Это реакция вашего организма на какой-то раздражитель. И на сегодняшний день врачи оказывают пациентам скорую помощь. Ты пришел сегодня, мы взяли мазок, посмотрели, полечили, но если вы не уберете этот раздражитель, ничего не будет. Вы придете через 2 недели, вы придете через месяц и опять скажете то же самое. Опять возникает у вас та же самая проблема. На сегодняшний день каждый пациент должен очень хорошо проанализировать, от чего же он страдает. Что вызывает у него зуд, раздражение, покраснение, боль при половом акте, выделение из влагалища, творожистые, густые, с запахом, без запаха, со слизью, без слизи, с кровью, без крови. Вот это основные жалобы, которые всегда сопровождают проблемы влагалища или проблемы вагинальных инфекций. Сегодня на рынке существует множество препаратов, которые отпускаются без рецепта врача. У пациентов иногда остается заключение от предыдущих лечений. И пациенты стараются, пошел, купил, поставил, вроде бы помогло, а через какое-то время опять плохо. Я думаю, что самое правильное, конечно, это обратиться к врачу. И сегодня поход к врачу, поход к акушеру-гинекологу, которые достаточно доступны в нашей стране, это первое, с чего надо начинать. Ну, а потом уже, конечно, это профилактика, конечно, это переосмысление, конечно, это беседа с половым партнером. Ну, и самое главное для мамы – это обучение девочек, это правильный подбор одежды, это правильное питание этой девочки. Это все то, что делает наше влагалище здоровым, комфортным и создает здоровье и комфорт в нашей жизни. Влагалище, казалось бы, занимает 1,5% от всей площади организма женщины. Но это орган, который мы любим, уважаем, который нам приносит комфорт и радость в жизни. Берегите себя.